Всем привет! Мы испытываем природный страх перед акулами, так же как перед пауками, змеями и просто ядовитыми животными, которые могут сделать нам больно. И это вполне естественно, и не стоит этого стыдиться. Наши предки, благодаря этому инстинкту, смогли выжить в среде, которая когда-то была просто насыщена всякими опасными для нас существами. Последнее нападение акулы на человека в условиях распространения эпидемии, связанной с COVID-19, произошло в субботу 9 мая на американском пляже в северной части залива Монтерей. Как позже стало известно, нападение совершила белая акула, которая укусила за ногу 26-летнего серфингиста Бена Келли. Прокуратура органа Санта-Крус в штате Калифорния квалифицировала нападение как случайное и обнародовала следующие подробности о причине смерти. Укус акулы в правое колено с разрывом подколенной артерии и вены. Подколенная артерия располагается позади колена и является продолжением более крупной бедренной артерии, которая обеспечивает первичное кровоснабжение бедра и ноги. По словам очевидцев, Келли занимался серфингом с другом и примерно 7 другими людьми, когда его укусили за ногу и сбили с доски. Он быстро вскочил в лодку и начал грести к берегу, как его друг. Как только они добрались до берега, они использовали поводок от одной из своих досок в качестве жгута, но не смогли вовремя остановить кровотечение. «Они все сделали правильно», — сказал местный эксперт по акулам Шон Ван, который отслеживает популяцию белых акул в заливе Монтерей с 1990 года. На 5-й день власти сообщили, что данные ДНК подтвердили, что это была белая акула длиной от 10 до 12 футов. Что касается белых акул, на самом деле они не проявляют никакого интереса к людям в качестве еды. Люди достаточно малы для них, и по всей видимости большинство нападений были ошибочны, поскольку акула неправильно идентифицировала свою добычу, или акула просто проявила излишнюю любознательность. Обычно она может принять серфингиста за тюленя или морского котика. Именно поэтому серфингистам рекомендуют одевать специальные гидрокостюмы, отпугивающие акул. К сожалению, любознательный укус 3-тонной акулы может привести к потере конечности. Где чаще происходят нападения акул? Согласно данным Global Shark Attack File о нападениях акул на людей, в 2015 году произошло 137 инцидентов, связанных с акулами. Из них в США 72, Австралии 30, ЮАР 7, Франции 4, Полинезии 4, Мозамбике 3 и другие страны по 1 или 2 случая 17. Как видно из этих данных, наиболее часто акулы контактируют с США, на 2-м месте Австралия, на 3-м ЮАР. Причем в 2015 году произошло всего 6 случаев нападения акул на человека, которые закончились смертью. Это соответствует среднегодовому показателю, что значительно меньше, чем в другие года. Например, в 2000 и 2014 годах было 10 смертей, в 2013 – 13. Причинами общего роста количества акульих укусов на Гавайях и других местах по всему миру, сообщает автор исследования Чарльз Майер, в основном связаны с ростом количества людей, посещающих прибрежные районы, и более широким спектром рекреационной деятельности человека в океане. То есть сами люди способствуют нападению акул. Если вы видите дельфина, значит ли это, что акул рядом нет? Этот миф тесно связан с неправильным представлением о том, что акулы и дельфины являются заклятыми врагами, и что акулы всячески стараются их избегать. Акулы и дельфины обычно плавают друг с другом, занимаясь каждый своими делами, но дельфинам иногда приходится противодействовать акулам, если они почувствуют угрозу. Более агрессивные и напористые дельфины будут атаковать акул носами или таранить их своими телами. Иногда после таких столкновений акулы даже уплывают с синяками и побоями. Столкновение между дельфинами и акулами является скорее исключением из правил, чем обычной нормой, сообщают специалисты. Поэтому, если вы видите дельфинов, то, скорее всего, поблизости могут быть акулы. Помните это. Если вы желаете знакомиться с наиболее известными нападениями акул на людей, то вы можете их найти на нашем сайте. Если бы мы стали их приводить, то на это могло бы уйти несколько часов. Ну а если на вас напала акула, то вы должны попытаться ударить ее в носовую область,
Так вы можете сделать ей больно и отбить желание приближаться к вам. Примером может послужить случай, когда в США в июне 2019 года отец 17-летней девушки спас ей жизнь после того, как нанес 5 ударов по акуле, которая схватила его дочь. В конечном итоге девушке пришлось ампутировать ногу, но она осталась жива. Если удары не помогут, то цепляйтесь за глаза и жаберные отверстия. Это две чувствительные области. Нельзя действовать пассивно, если на вас нападут, потому что акулы уважают размеры и силу, сообщает Музей естественной истории Флориды. Удары по акульим жабрам спасли жизнь 61-летнего американского мужчины, когда он во время купания в океане 15 августа 2018 года почувствовал, как кто-то вцепился в его левую ногу. Он сразу понял, что это была акула, и нанес сильный удар по жабрам. В итоге акула ослабила хватку, и он мог вырваться и добраться до берега. Он полностью восстановился, а также рука, которую он наносил удары. Тогда он порвал сухожилие. Приведем еще один пример. Он скорее шуточный, но американскому парню по имени Грегори он не показался таковым. 23 октября 2017 года он посетил Международный музей шпионов в Вашингтоне в округе Колумбия, проигнорировав сообщение на стекле аквариума, в котором говорилось, что прикоснувшийся к стеклу берет на себя весь риск. После такого игнорирования акула напала на него, протаранив стекло, отчего пошли трещины. Выставка акул в Международном музее шпионов в Вашингтоне хорошо известна своим троллингом, где фиктивные акулы якобы приходят в бешенство и на высокой скорости таранят стекло аквариума, отчего на стекле появляются трещины от контакта. Это заложено программой на случай, если кто-то трогает аквариумное стекло. Из-за этого многие посетители и туристы были выставлены в дураках. Но Грегори отреагировал так, словно на него действительно набросилась 4-метровая акула. Вот в принципе и все на сегодня. Было коротко, но думаем познавательно. Подписывайтесь на канал, если не подписались. Всем пока!